Всем привет! До премьеры «Одиссеи» нового фильма Кристофера Нолана остаются считанные недели. Фильм пока не вышел, поэтому мы не можем знать наверняка, что получится по итогу. Но имея трейлер на руках и известный по большей части список актеров, мы уже можем предположить, что вряд ли что-то хорошее. Верно или нет? В этом вопросе интернет уже разделился на два лагеря и превратился в поле боя. Одни уверены, что Нолан снимает очередной свой шедевр и величайший эпос современности. Другие убеждены, что перед нами очередная жертва современных голливудских тенденций. Споры идут уже несколько недель, и чем ближе премьера, тем жарче становится обсуждение. И знаете, это не удивительно. Лично для меня этот фильм был одним из самых ожидаемых проектов последних лет. Не потому, что это новый фильм гениального Нолана. Нет. Я никогда не считал каждую его работу шедевром. Напротив, я всегда недоумевал огромным кассовым успехом и высоким рейтингом его картин. Да, я признаю его талант. Он умеет работать с масштабом, умеет создавать эффектные сцены и впечатляющие визуальные образы. Но большинство его фильмов я считаю сильно переоцененными. При этом я согласен с тем, что Нолан – режиссер высокого уровня. Прекрасный визионер. Именно поэтому я ждал этот фильм. Но еще сильнее я ждал его по другой причине. Я люблю древнегреческую мифологию с детства. Я люблю ее потому, что когда-то эти истории, когда я был маленький, мне читали родители. Вот, пожалуйста, вот эта книга. И еще одна. Им лет и лет. Примерно как мне. История о Прометее, принесшем огонь людям, подвиги Геракла, Ясон и Аргонавты. И, конечно же, история Одиссея. Троянская война, Ахиллес, Гектор, боги Олимпа, Циклоп, Сирены. Все это было частью моего детства задолго до того, как я начал интересоваться кино всерьез. Чуть позже, но все еще в детстве, я посмотрел Одиссею Кончаловского с Армандом Ассанте. И пусть сегодня этот проект выглядит, мягко говоря, скромно по сравнению с современными блокбастерами, пусть это была телевизионная постановка, а не голливудский мегапроект на сотни миллионов долларов, но он зацепил и тронул детское сердечко. Он заставил меня поверить в эту историю. Я видел Одиссея, видел Циклопа, были боги, путешествие длиной в 10 лет. И когда стало известно, что Кристофер Нолан собирается экранизировать Одиссею, я подумал: круто! Да это ж круто! Наконец-то эта древняя и прекрасная история получит экранизацию с современными технологиями, огромным бюджетом и режиссером-постановщиком, мастером своего дела. Какие возможности открываются сейчас, подумал тогда я. Троя, штурм города, Полифем, Сцилла и Харибда, Сирены, остров Кирки, гнев Посейдона. Возвращение домой спустя 20 лет отсутствия. Из этого можно было сделать невероятное кино. Настоящий эпос. Такой фильм, который будут пересматривать десятилетиями. Такой, который сможет познакомить новое поколение зрителей с великой историей. Такой фильм, после которого люди снова потянутся читать Гомера. Что ж, мне захотелось перечитать эту историю сразу же после просмотра трейлера к фильму. Настолько он оказался эпичным. Именно поэтому мое отношение к этому проекту прошло закономерный, естественный путь. Воодушевление, надежда, сомнение и в итоге разочарование. И если вы смотрите это видео, вы скорее всего уже в теме и в курсе споров вокруг этого еще не вышедшего фильма. Но причина моего разочарования вовсе не в том, что какой-то конкретный актер получил какую-то конкретную роль. Причина гораздо глубже. И она касается не только Одиссеи, она касается всего современного Голливуда. Давно уже стало понятно, что Голливуд больше занимается не искусством, создавая красивые, яркие, умные картины, а пропагандой, переписыванием и исправлением классики, а вместе с ней и самой реальности. Именно здесь начинаются мои и сотен тысяч других людей по всему миру главные претензии к тому, что мы увидели в трейлерах, промо-материалах и прочитали в новостях о фильме. Самое очевидное – это, конечно же, кастинг. Потому что именно он вызвал первые серьезные вопросы у аудитории. И нет, проблема не в том, что кто-то не любит конкретных актеров. Меня уже утомило то, что любую критику подобных решений пытаются свести к примитивной формуле. Если тебе не нравится кастинг, значит ты просто ненавидишь людей определенной расы. Это удобный прием, которым давно пользуется вся западная леволиберальная общественность. Нет, это так не работает. Лупита Нионго, возможно, талантливая актриса. Возможно, кому-то еще, кроме Тома Холланда, нравится Зендея.
А Эллиот Пейдж довольно интересный парень. Интересный случай с точки зрения психиатрии. У меня нет никакой личной неприязни ни к одной из этих девушек. Но когда ты экранизируешь один из самых известных древнегреческих эпосов в истории человечества, возникает вполне логичный вопрос. Почему среди ключевых персонажей древнегреческой истории мы снова видим решения, которые выглядят как попытка соответствовать современным культурным трендам, а не историческому и мифологическому материалу? Что людей раздражает больше этих кастинговых решений, так это лицемерие кинопроизводителей и СМИ в данном вопросе. Что постоянно говорят на Западе? Про необходимость разнообразия, про уважение к культурам, про необходимость правильной репрезентации. Но почему эти принципы работают настолько избирательно? Если снимают фильм про Японию, мы видим японскую культуру и японцев. Если снимают фильм про Китай, мы видим китайскую культуру и товарищей китайцев. Если снимают фильм про африканские государства, никто даже не станет спорить с тем, что персонажи должны соответствовать своей исторической и культурной среде. Ладно, можно и так. Почему бы и нет? Если они того хотят, они вольны фантазировать и воображать, что им вздумается. Но когда речь заходит о европейской культуре, внезапно оказывается, что репрезентация не имеет значения. Мы видим это уже давно. Двойные стандарты и запредельный уровень лицемерия. И это нельзя просто списать на чьи-то предрассудки, потому что люди задают вполне понятный вопрос. Если вы говорите об уважении к культурам, где уважение к европейской культуре? Конкретно в этом случае к греческой культуре. Где уважение к людям, которые считают эту историю частью своего наследия? Эта фигня меня раздражает гораздо сильнее любого отдельно взятого актера. Вот эта тенденция. Потому что если бы история с Одиссеей была единичным случаем, возможно, никакого скандала вообще бы не возникло. Возможно, кто-то где-то поворчал бы и покрутил бы пальцем у виска. Проблема в том, что это происходит не впервые, и даже не в 10-й раз. Поэтому сегодня многие зрители реагируют так болезненно на подобные вещи. Они реагируют на накопленный опыт. И меня удивляют люди, которые искренне не понимают, почему аудитория реагирует настолько эмоционально. Аудитория реагирует не на одну лишь Одиссею, а на годы подобных решений. Возникает вопрос, который мне кажется очень важным. Что они делают и зачем они это делают? Почему эти современные авторы не пытаются адаптировать произведение? Почему они всегда переписывают его в угоду своему видению реальности? Почему вместо того, чтобы показать нам Древнюю Грецию такой, какой ее представляли нам создатели мифов и легенд, нам снова предлагают современный взгляд на Древнюю Грецию? Почему мы постоянно должны смотреть на прошлое через фильтр сегодняшнего дня? Все обязательно нужно обновить, исправить, переосмыслить, осовременить. Хотите показать современность? Снимайте современный Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Там будет возможность показать и презентовать всех, кого вы так любите и продвигаете в массы. А людям не интересен ваш сегодняшний взгляд на миф. Им интересен сам миф и честный взгляд на события великой древнегреческой эпической поэмы. Именно поэтому многие зрители сегодня воспринимают рейс-своппинг не как безобидное изменение. Они воспринимают его как символ гораздо более серьезной проблемы. Проблемы, при которой у авторов нет ни малейшего уважения к первоисточнику. Для них это просто материал, который можно бесконечно переделывать под текущие тренды. Нолановская Одиссея – это очередной пример того, как Голливуд берет великое произведение прошлого и подгоняет его под свои представления настоящего. И вот здесь мне хочется вспомнить другую экранизацию. Ту самую Одиссею Андрея Кончаловского с Армандо Массанте. Старый телевизионный проект конца 90-х. Чем больше я думаю о новой версии Нолана, тем чаще вспоминаю именно ее. Причем не потому, что она идеальна. Там не все безупречно. И конечно же это не лучший фэнтези-фильм. Причина гораздо проще. Когда Кончаловский снимал свою Одиссею, мне кажется, его главной целью было рассказать историю. Просто рассказать историю человека, который после войны пытается вернуться домой. Историю человека, который потерял годы своей жизни. Который сталкивается с чудовищами, богами, искушениями и испытаниями. Который во что бы то ни стало хочет увидеть жену и сына. Сегодня это звучит банально, но именно в этом и заключается сила классики. Она работает без дополнительных украшений. Ей не нужны современные лозунги, ей не нужны идеологические настройки. Ей не нужна повестка. Умному думающему зрителю все это не нужно. Ему нужна отличная история и хорошая постановка. Именно поэтому фильм Кончаловского до сих пор вспоминают.
Не знаю, вспоминают ли на Западе, но у нас на постсоветском пространстве да. Потому что создатели уважали историю, которую рассказывали и не пытались ее сделать чем-то другим, исправляя Гомера. Если кто-то и способен показать Древнюю Грецию во всем ее величии, то именно современный Голливуд. Если кто-то и мог перенести на экран масштаб этого путешествия, то это мог сделать не обязательно американский режиссер, но обязательно с возможностями фабрики грез. Но вместо того, чтобы показать нам эпическое путешествие знакомого героя, нам показывают во всей красе инклюзивность, разнообразие Древней Греции без греков, одеяния, не соответствующие той эпохе, и уродские доспехи. Вот что приходится обсуждать. И это печально. Я ведь не хотел критиковать этот фильм. Наоборот, я очень хотел, чтобы он получился великолепным. Мне хотелось увидеть современную версию той истории, которая когда-то захватила мое воображение. Мне хотелось увидеть циклопа, который выглядел бы так, как его не могли показать в 90-х. Мне хотелось увидеть путешествие героя с масштабом, который был невозможен 30 лет назад. Ну и наконец, как это ни странно, перейдем к сути дела. Я так долго рассуждал о кастинговых решениях. С чего бы начать? Да хотя бы с Мэтта Дэймона. Из всего основного каста именно к нему у меня меньше всего вопросов. Да, я понимаю претензии некоторых зрителей, которые в комментариях говорят, что он больше похож на деревенского парня из Айдаха. Но эй, знаете, что я могу сказать? Эту роль могли отдать какому-то Джону Боега. Так что и за это спасибо. Спасибо за то, что Дэймон. Но дальше начинаются вещи, которые не понять, не объяснить невозможно. Возьмем Елену Прекрасную. Знаю, не хочется, не будем брать. Просто такой оборот речи. Да-да, ту самую Елену Троянскую. Женщину, красота которой, согласно мифу, стала причиной величайшей войны своего времени. И вот тут защитники выбора Кристофером Ноланом Лупиты на эту роль говорят, что люди, которым не нравится этот выбор, расисты. А Лупита очень красивая женщина. Расист! Вот, например, Алек Болдуин вообще назвал ее самой красивой женщиной в мире. В желании подыграть и понравиться всей прогрессивной либеральной общественности и товарищу Нолану. Но я не осуждаю. Я бы тоже подлезал бы ни одной Лупите, если бы случайным образом застрелил оператора на съемках какого-то гомнофильма. Чтобы о тебе не забыли и приглашали сниматься дальше, и не такое расскажешь. Кстати, вы наверняка слышали новость, если не слышали, то сейчас самое время, о том, что наш гений отказался от использования традиционного симфонического оркестра в фильме. Режиссер объяснил это решение стремлением к исторической достоверности, поскольку в эпоху Древней Греции и гомеровских поэм таких оркестров просто не существовало. Вместо симфонического оркестра композитор фильма арендовал 35 бронзовых гонгов разных размеров и записал их с помощью синтезаторов. Потому что синтезаторы 3000 лет назад, видимо, уже были. Но он также пригласил в фильм рэпера Трэвиса Скотта в роли Барда. Тоже аутентично, не правда ли? И это мы еще не знаем, кого играет Эллиот Пейдж. До недавних пор в интернете вовсю ходил слушок, что ей отдали роль великого воина Ахиллеса. Но это было бы, слишком тупо. А на медне в прессу просочилась информация, что Элли Пейдж исполнила роль греческого воина Синона, искусного лжеца и манипулятора, о котором не писал Гомер, но источником личности которого стали произведения других античных авторов. Роль человека, выдающего себя за того, кем он не является. Не Ахиллес, конечно, но тоже мужчина. Итак, у фильма складывается внушительный список идеологических и повесточных особенностей, которые, уверен, по достоинству оценят критики, а также Американская академия кинематографических искусств. На этом фоне выбор Зендеи на роль Афины, а ее маленького друга Тома Холланда на роль сына Одиссея Телемаха уже не выглядят такими неудачными. Эти вещи меркнут на фоне проблем побольше, таких как те, которые мы обсудили выше, или как, например, дизайн брони, или же броня там, где ее и вовсе быть не должно. Люди, читавшие поэму, могут помнить о том, что лестригоны, племя людоедов, были не людьми обычного роста, а огромными, словно горы, великанами, которые вели варварский образ жизни и питались человеческим мясом. Что мы видим у Нолана? Какую-то ненужную никому, кроме фанатов Нолана, отсебятину с броней, похожей на резину, и великанами ростом с баскетболистов. Черт побери! И эта хрень соберет миллионы долларов и окупится? А голливудские боссы и воротилы в очередной раз убедятся в правоте и правильности принятых решений. Что ж, посмотрим. Все в руках американских зрителей. Они делают основную кассу фильму.
Кстати, какие из уже известных проблем вам кажутся существенными, а какие преувеличенными? Что понравилось или не понравилось в трейлере? Пишите в комментариях.